Доброго вам дня, уважаемые зрители, товарищи винокуры и тем, кому просто интересно и не все равно. Сегодня будет второй ролик про изготовление бурбона. Закончила гурилять наша кукурузная брашка, которую мы ставили на кодзи. Напоминаю, было 5 килограмм кукурузной крупы и добавляли мы кодзи. Осахарили, у нас было холодное осахаривание, то есть мы ничего не делали, мы просто подогрели воду до теплоты, добавили кодзи, добавили нашу кукурузную крупу и ждали мы целых 3 недели. Прошло 3 недели, отговорил наш потрясающий гидрозатвор. Теперь нам нужно перегнать, сделать кукурузный спирт-сырец. Как мы это будем делать? Для этого пользоваться мы будем обязательно фальш-дном, так как перегонять я буду стеном. И как обычно, я сейчас расскажу, как сделать так, чтобы фальш-дно не перевернулось при закипании и чтобы ничего не попало на наш стен и ничего не пригорело. Как нужно переливать нашу брашку в наш куб. Самое первое, что нам нужно сделать, нам нужно заполнить расстояние в кубе. Нам нужно заполнить расстояние в кубе от дна до фальш-дна, чтобы там было полно воды. Поэтому мы аккуратно, без осадка пока особого, снимаем такую юшечку, жидкость, и аккуратно переливаем. Если вдруг не хватит юшечки, будет маленький затор, значит надо будет добавить воды. Но ни в коем случае нельзя делать так, чтобы между фальш-дном и жидкостью, чтобы там была воздушная прослойка. Все, вода у нас проступила. Теперь можно перелить все вместе с дробиной. Итак, вся наша брага, затор кукурузный теперь в кубе. И нам теперь нужно собрать колонну. Итак, первую снизу я поставил царгу диоптер. Она прозрачная, если вдруг начнет сильно кипеть и захлестывать вовнутрь, это всегда можно будет увидеть и вовремя убавить мощность и остановить. После нее вот здесь в утеплителе обычная царга из нержавейки. В этой царге у нас медные пыжи, она забита ими плотно полностью, чтобы на себе пособирала все сернистые соединения. Гадости собирается очень много, когда перегоняем зерновые браги. Здесь закрыто все плотно крышечкой, кран обязательно открыт полностью на всю. Ну, мы ждем, по сути, первые капли. Воду я уже сразу включил, подогрев я включил. Воду я включил заранее, потому что сидеть караулить у меня сейчас времени нету. Температура в баке у нас всего 20 градусов. Но я планирую сейчас ненадолго отойти. И чтобы не прозевать наших первых капель, не вылетал сюда пар, не было никакого перегрева у самой колонны. Поэтому я включил заранее воду. Тоненькой струйкой. Но я думаю, успею к первым каплям. Итак, ждем. Итак, разгоняю 3 киловаттами. Прошло 40 минут. Температура в нашем баке уже дошла до точки кипения. Сейчас там 88 градусов. Царга резко начала прогреваться. Кран у нас открыт, как вы видите. Кран открыт. И сейчас мы должны увидеть наши первые капли. Вот, как я и говорил. Сейчас струйка чуть-чуть увеличится. И на такой скорости, смею заметить, довольно неплохой, мы будем отбирать наш спирт-сырец.
Итак, наши первые капли уже превратились совсем не в капли, а в довольно серьезный ручеек. Запах на комнату стоит сладко-кукурузный. Ваш вот просто аж слюнки текут. Получается пока все как и было запланировано. Интересно посмотреть, сколько из 5 килограмм кукурузной крупы у нас может получиться в конечном итоге потрясающего бурбона. У меня в планах купить большую бочку, ну большую для меня, 25-литровую. И поэтому бурбону понадобится много, так как первая заливка в бочку обязательно должна быть, конечно же, бурбоном. Про то, как вымачивать бочки, можете посмотреть в ролике, как подготовить бочку. Я ссылочку сейчас на экран выведу. А мы, в принципе, будем ждать, пока будет отбираться наш спирт-сырец. Первая перегонка, ничего особенного нету. Главное запоминать, что обязательно должны быть медные пыжи, если мы перегоняем не сахарную брагу. Во всех других брагах обязательно должна быть внутри медь. Если есть медная царга, будет еще лучше. Но я, честно говоря, в ней особенного большого смысла не вижу, так как меди предостаточно, а во время второй перегонки будут еще медные СПНки, будут медные пыжи. Отбор идет 3 киловаттами мы перегоняем. Холодильник от Люкстали отлично справляется с 3 киловаттами вообще спокойно и без нареканий. Ради интереса давайте просто посмотрим спиртуозность. Смысла это никакого не имеет, но посмотреть спиртуозность было бы здорово. Вот начало отбора у нас началось с, я думаю, поверите мне на слово, не буду показывать, с 58 градусов. Напоминаю, разгоняем мы, гоним 3100 ватт показывает у меня. Для такой скорости я считаю, что спиртуозность вполне, еще раз скажу, вполне себе хорошая. Если, конечно, мы будем убирать мощность, то градусность будет расти. Запах очень приятный. Немножко в нем, естественно, присутствует сейчас голов, но больше все равно присутствует кукурузного запаха. Но головы, повторюсь, так как только начало, здесь, естественно, присутствует. Ну все, не будем много болтать, будем дожидаться, пока мы перегоним. Единственное, я чуть-чуть уменьшу скорость перегона, где-то до 2,5, а в самом конце еще буду подприкручивать, чтобы отжать совсем-совсем до 0. Очень хочется забрать всю ароматику из нашей брашки, чтобы если даже мы где-то пережмем с мощностью на второй перегонке, будет больше спиртуозность, там не 94-93, а дадим там 95, к примеру, то мы часть ароматики, чтобы если потеряем, то вот эту часть ароматики мы добрали при первой перегонке. Ну все, не отключаемся, ждем. Так, смотрите, что у нас получается. У нас получается здесь 3,5 градуса. Сейчас повернется к вам. 3,5, если заметили, градуса. Спиртуозность у нас сейчас идет в струе. Только что я отобрал. В баллоне у нас было 8,5, я перемерял. Сейчас около, наверное, уже 9 литров. 30%. Я даже голос так повысил, потому что 9 литров 30% спирта сырца мы получили из 5 литров, прошу прощения, из 5 килограмм кукурузы. Кукурузная крупа 5 килограмм и 8 литров 30% спирта сырца. То есть выход с кукурузы просто шикарен. Запах, сейчас уже разбавляется вот этим рисковатым запахом хвостов. Но когда я приходил сюда в прошлый раз и пришел домой назад к семье, мне дети сказали, что я у себя в лаборатории скорее кукурузу варю. Говорит, папа, варишь кукурузу. От одежды стоит такой запах кукурузы. Все мои домашние подумали, что сейчас будем есть кукурузу. Но нет, кукурузу некоторые из них будут скоро пить. Итак, в принципе,
Данная спиртуозность уже, я считаю, что можно завершать. К тому же у нас глубокая ночь, уже немного хочется спать. Если бы еще был бы день, я, может быть, еще бы полчасика подождал бы, пока до 1 градуса спиртуозности дойдет. Но уже и запах идет, так вот сейчас в струе запах такой уже откровенных хвостов, такой ароматики там уже нет. Поэтому считаю, что без зазрения совести можно выключать воду, можно прекращать погон. Итак, наш бурбон сделан шаг второй. Мы сделали первую перегонку. А вы, пожалуйста, не забудьте, что если вам нравится канал, подпишитесь на него. Даже можете поставить лайк.